Бывало ли у вас чувство, что за вами наблюдают? Но вы не рядовой игрок в одиночной игре. Вы разработчик этой игры. Вы Гарри Ньюман. Это история о сталкере Гарри. Набрала обороты в 2020 году и неоднократно обсуждалась на форумах как феномен, который косвенно связан с Гаррис Модом и Растом. Она началась в далеком 2007 году, когда пользователь, назвавший себя Эндрю, впервые написал на почту Гарри Ньюману. На первые письма Гарри Ньюман отвечал без всяких проблем, ведь видел в Эндрю типичного фаната. Да и его письма были написаны с уважением. Но оказался этот фанат слегка активным, который сумел ежедневно писать детальные письма Гарри без всякой на то причины. Позже, заметив, как Гарри не хочет с такими же маниакальными темпами соглашаться с его мнением в каждом письме, Эндрю переходит на агрессивные сообщения, которые сменились угрозами. И эти угрозы очень подозрительным стечением обстоятельств выпадают перед смертью деда Гарри Ньюмана. После чего немедленно Эндрю принялся высмеивать Гарри с ярым оскорблением в сторону его дедушки. С этого момента переписка переходит в условную линию, где сталкер Гарри начинает манипулировать текстами с довольно неморальным контекстом. Угрозы продолжались с использованием личной информации Гарри, что время от времени ставило его в ступор. Но он старался игнорировать сообщения, думая о том, что этот тролль знает просто лишнюю информацию. Со временем сталкер Гарри решил играться с самим Гарри странным способом, переключив себя на случайных девушек из жизни сталкера. В сообщениях начали появляться прикрепленные фотографии этих же случайных девушек, за которыми он следил. Гарри, поняв, что его сталкер в скором времени может совершить убийство, решил обратиться в полицию. Но она была бессильна на тот момент, ведь даже не могла предположить, кто может быть этим сталкером. Эта история имеет очень много деталей и объяснений, но давайте по-честному. Кого же может заинтересовать снова левая крипипаста в Гаррис Моде? В чем ее особенность? Люди, которые писали ее, что ли, не знают о том, что Гарри ведет свой блог, и что там об этом сталкере нет ни слова? Ну, мы можем пойти другим путем. Да, если вы воспользуетесь сайтом Wayback Machine, то узнаете о том, что сталкер Гарри существует. И это все доказано удаленными, но реальными в прошлом публикациями Гарри Ньюмана с вырезками его сообщений. И эти все посты были удалены из новой версии сайта блога Гарри. Как вы думаете, из-за чего они могли быть удалены? Может, вы не верите в то, что в старой версии сайта были посты? А может, это все просто чистая правда? Я не хочу и не люблю принимать сторону мистики или конспирологии, но мы должны признать, это правдивая история. Давайте по чесноку, здесь нет никакой мистики. Здесь рядовое дело сталкерства в этих ваших интернетах. И эта история закончилась воистину легендарно, ведь сталкерством занимался не тролль, а человек с психическими отклонениями. И его взяла полиция. Для меня, скорее всего, как и для вас, останется загадкой, почему Гарри решил удалить эти посты. Скорее всего, это связано с тем, что Эндрю сильно обиделся на публикацию его текста в блоге. Гарри на протяжении всего диалога хотел как-то помочь Эндрю, чтобы тот социализировался, а не писал постоянно ему. Чтобы он не сталкерил девушек, а нормально встречался с ними. Еще были в истории довольно милые моменты, когда Гарри вышел на маму своего сталкера и попросил поговорить ее со своим сыном. Если что, он не был школьником, он был мужчиной средних лет. Еще была смешная часть, когда Эндрю пытался запикапить психолога и когда он зарегистрировался на сайтах для знакомств. Впрочем, вы можете сами полностью прочитать эту историю, если знаете английский язык. Можете еще посмотреть видео Basic Шамана. Это чувак, который поднял суматоху в 2020 году в англоговорящем комьюнити по поводу сталкера Гарри. В русскоязычном сообществе же за эту историю не очень любили цепляться. На этом у меня все. Если встретите Гарри, то попробуйте подколоть его, используя эту тему. Не забывайте, что мы находимся в интернете. Даже если вам захотят пырнуть печень, то у вас будет фора туда поставить куриную, пока ваш сталкер приедет с Мухосранска. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец. Счастливого вам Хэллоуина!